Как сделать колоритный красочный дровник из подручных материалов? Практически каждый счастливый обладатель собственного участка земли так или иначе использует в своем хозяйстве дрова. Будь то создание уюта с помощью камина, приготовление шашлыка на мангале, топка печи или отопление дома с помощью твердотопливного котла, все эти процессы постоянно требуют заготовки, хранения и колки поленьев. Именно в этом видео, посвященном обустройству нашего участка, мы подробно покажем процесс создания живописного дровника, который решит проблему бесхозного хранения дров во дворе. Будем использовать простые материалы, многим из которых дадим вторую жизнь. Сделаем неприхотливый дизайн, который будет смотреться естественно и натурально. При этом постараемся влезть в минимально возможный бюджет, а также поделимся практическими советами, которые уже проверили на собственном опыте. Началась эта история с масштабного переселения родителей. У нас с ними были смежные участки без разделения забором. Отцовский дом требовал серьезного ремонта, модернизации системы отопления и крупномасштабного утепления всех конструкций. Нам показалось более рациональным построить небольшой новый дом с нуля, который для пожилых пенсионеров будет более комфортным. При желании подробный видеосериал о его строительстве вы можете посмотреть вот здесь. Ну а старый родительский дом мы решили выкупить себе и теперь расширили горизонты нашего участка до 18 соток. Пока что особых планов на этот дом у нас нет, и мы используем его как большую кладовку, как для нужных вещей, так и хлама, на выброс которого настроиться психологически мы так и не смогли. А вот большое пространство участка нашей растущей семье было жизненно необходимо, ведь до этого фактически мы владели всего лишь 6 сотками. А сейчас мы получили полноценный гараж, который, кстати, планируем серьезно реконструировать, увеличив его площадь вдвое, получим еще и мастерскую. Ну а свободная площадь двора позволит реализовать давнюю мечту с постройкой большой экспедиционной яхты. Как и у многих, у нас в новом дворе росли постаревшие деревья и те, которые просто изжили себя. Первыми работами по облагораживанию угодья мы как раз и решили спилить деревья, которые нам мешали. Старые, расколовшиеся грецкие орехи угрожающе нависали над домом и другими постройками. В прошлом дерево ореха с подобным возрастом у нас уже раскололось, чуть не разрушив забор. Поэтому эти орехи мы решили заблаговременно спилить. Четыре яблони на участке нам тоже показалось избыточным, поэтому мы оставили одну лучшую из них, а 3 остальные ушли на дрова. Эта же участь постигла остальные мелкие и средние деревья, которые были старыми или не представляли для нас особой ценности. Естественно, в будущем мы обновим сад, посадив саженцы тех деревьев, которые для нас будут более актуальны. У всех оставшихся деревьев мы также обрезали лишние ветви. При этих работах количество дров все прибывало и прибывало, хотя на участке в разных местах и так были растыканы старые дрова и обрезки досок, и теперь настал момент привести весь этот бардак в порядок. Мы приступили к изготовлению дровника. Для начала нам пришлось растаскать уже существующую кучу дров, так как разместить дровник именно здесь нам показалось наиболее разумным. При этом часть поленьев решили расколоть, чтобы был некий запас дров, сразу же готовых для использования. По сути, дровник будет состоять с объемного каркаса без зашивки стен, с размещенной сверху классической двускатной кровлей. Стойками для каркаса послужат старые деревянные жердья. Эти жердья служили каркасом для дома моего прадеда, на месте которого мы как раз и построили свой дом. После завала старого саманного дома часть этих балок мы сохранили для повторного использования. Почти целый век они служили моим предкам и еще 6 лет пролежали под открытым небом, но при этом их древесина осталась достаточно прочна, чтобы дать этим материалам шанс на вторую жизнь. А их характерный состаренный вид придаст декоративной пейзажности новому строению.
После строительства каркаса для дома у нас осталась обрезная доска. Эту сосновую доску мы будем использовать для обвязок и стропильной системы. Здесь мы также старались выбрать более рельефные полуобрезные доски, которые для обычной стройки менее пригодны. Изначально эти доски имели сечение 200 на 40 мм, а так как наше строение будет небольшим, мы решили распустить эту доску на бруски с примерным сечением 100 на 40 мм. Сделаем мы это на стареньком циркулярном станке, предварительно обрезав все заготовки по длине. Подобные самодельные станки с минимальной защитой требуют особого внимания к безопасности, и даже использование перчаток при этих работах считается рискованным, хотя в угоду удобства этим правилам я частенько и пренебрегаю. Две лицевые стойки, выходящие на главный фасад, мы решили сделать из чрезмерно массивных старых балок. Их запас прочности обусловлен здесь не конструкционной надобностью, а скорее созданием антуражного коренастого вида. Обе эти стойки мы проторцевали по длине, и теперь их длина задает высоту у основания ската в 1 метр 70 сантиметров. Для упрощения процесса большую часть старых гвоздей мы решили не вынимать, плотно загнули их к основанию, и теперь корродирующие гвозди придают красочной затейливости текстуре. С такой же длиной в 1 метр 70 сантиметров проторцевали и все остальные 5 стоек каркаса. На брусках для стропил с обеих сторон мы сделали соответствующие спилы. У основания это косой спил с упорным зубом для зацепа на обвязочной доске. Ну а спил с другой стороны соединит оба бруска в районе конька. Углы этих спилов сформируют кровлю с углом в 30 градусов. Это решение здесь не преследовало вписаться в нормы или правила. По сути, мы выбрали такой угол на глазок, чтобы добиться выразительного силуэта. По одному из шаблонов разметили и напилили все 8 стропил. Каркас мы будем собирать с помощью гвоздей в 120 и 80 мм. Стропила в районе конька соединяем в стык двумя гвоздями, забитыми наискось в торец противоположного бруска. Гвозди здесь лишь противодействуют смещению, так как под весом кровли стропила вверху упирается друг в друга. И такая на первый взгляд хлипкая фиксация вверху стропильного треугольника будет вполне достаточной. А вот поперечная вставка риги работает на растяжение, поэтому его мы фиксируем на 4 80 мм гвоздя с каждой стороны. По сути, этот стропильный треугольник является простейшей фермой с отличной несущей способностью, и в подобном кровельном каркасе можно спокойно отказаться от продольного конькового бруса, что мы и сделали. После этот первый треугольник мы использовали как шаблон для сборки всех остальных. Во всех стойках вверху сделали выбор четверти для более плотной стыковки с обвязкой, а в двух лицевых стойках сделали еще и опорные выборки для нижней обвязки. Когда все детали были заготовлены и подрезаны, мы приступили к сборке. И для начала собрали каркас двух стен. В каждое соединение загоняли по одному гвоздю и не добивали его до основания.
Так каркас останется более подвижным, и это облегчит его финальное выравнивание по диагоналям и выставление в ноль. Ну а после заключительного позиционирования мы добьем все гвозди и продублируем их. После сборки стены примерно выставили на свои места и подперли их временными диагоналями. Установка первой фермы задала ширину всему каркасу. Профиль спила с зубом у основания стропил значительно облегчал их монтаж, так что никаких трудностей в процессе мы не ощущали. Точно так же мы смонтировали и все остальные стропильные треугольники, выдерживая шаг между ними в 90 сантиметров. Кстати, подобный каркас двухскатной кровли вполне применим и в значительно больших масштабах. Естественно, будет нужно применять большее сечение всех балок и подбирать другой шаг, но общие основы вы теперь уже знаете. Собрав каркас для кровли, мы добавили две доски в верхней и нижней обвязке на заднюю стенку, а также установили там промежуточную стойку, хотя ее роль здесь сугубо декоративна. На данный момент каркас уже имел свои финальные очертания. Мы выставили его на свое место и проверили диагонали. Тратиться на основательный фундамент-подрывник мы посчитали бессмысленным, но и оставить стойки стоять прямо на земле неизбежно привело бы их к гниению, что в разы бы уменьшило жизнь всей конструкции. Самым простым и практичным решением оказалась установка каркаса на кирпичи. В течение этого процесса мы также выставили каркас по нулевому уровню. Хотя каркас состоит из достаточно массивных стоек и обвязок, но он по-прежнему остается хлипким и неустойчивым. Придать ему непоколебимой твердости помогут диагонали. Диагональные распорки тоже изготовили из старых жердев и попарно установили на каждую стену V-образно. Обрешетку на кровлю будем делать из доски с сечением 150 на 25 мм. Эту обрезную доску мы заготовили пару месяцев назад, так как в ближайшее время из нее планируем изготовить фасадный забор по типу нашего обожженного фасада. Наш экспериментальный фасад на доме из обожженной доски отлично служит без какой-либо пропитки уже более 4 лет. Он оправдал все ожидания, поэтому заслуживает себе такого же собрата. А значит, в скором будущем нас ждет проект с изготовлением оригинального, а самое главное эксклюзивного забора, хотя и к фасаду на доме жители нашего городка привыкли не сразу. Большим плюсом любой цепной пилы является возможность пакетной нарезки заготовок в один прием. Это реально в разы ускоряет процесс. Обрешетку к стропилам крепили с помощью 80-мм гвоздей. На примыканиях досок к внутренним стропилам использовали по паре гвоздей, ну а на всех соединениях обрешетки с крайними стропилами использовали уже по 3 гвоздя. Потому что в будущем из-за кровельных свесов здесь будут действовать более сильные ветровые нагрузки, стремящиеся оторвать кровельное покрытие. В дровнике будет по одному ряду шифера с каждой стороны, поэтому 3 рядов обрешетки будет вполне достаточно.
Из того же бывалого кирпича мы решили выложить импровизированную площадку. Так дрова на ней будут приподняты и защищены от грунтовой влаги, что в разы продлит срок их хранения. Кстати сказать, этот бэушный кирпич мы добыли при сносе того же столетнего дома, и мы ни на секунду не пожалели, что потратили целых 3 дня на разборку стен и очистку кирпича от раствора, ведь из него мы уже изготовили красочный многоканальный дымоход для камина, а также маленький функциональный подвал под нашим домом. Как вы уже поняли, крышу для дровника мы накроем кровельным шифером. Эту пачку шифера я заготовил еще пару лет назад, так как давно уже мечтал преобразить старый гараж в удобную мастерскую. Но на данный момент эта пачка серьезно похудела, потому что мы постоянно таскаем шифер из нее для разных нужд по двору. На данный момент для бюджетной кровли шифер является единственной альтернативой. Найти ему более дешевую и долговечную замену просто не удастся. А самым разумным и технологическим способом крепежа по-прежнему остается шиферный гвоздь. Все попытки использовать саморезы разных видов так или иначе приведут к растрескиванию листа из-за температурных и влажностных расширений как деревянной обрешетки, так и самого шифера. После монтажа шифера на место, сначала мы фиксировали каждый лист внизу 2 гвоздями. При этом важно вбивать гвоздь не в крайнюю волну, а в каждую вторую от краев, а также отступать более 10 см от торцевых краев. При таком размещении гвоздей возможность образования трещин будет минимальной. Пробивать отверстие в шифере нужно мелкими ударами, немного прокручивая гвоздь и изменяя его угол. Ну а потом загонять гвоздь в доску предельно аккуратно, ведь любой промах сейчас будет стоить вам целого листа. Добивая гвоздь, нужно плотно прижать лист рукой к обрешетке, нанося множество мелких ударов. Важно вовремя услышать характерный звук и перестать бить молотком. Из практики я скажу даже больше, что возможность расколоть шифер как раз при добивании гвоздя является более высокой, нежели при формировании отверстия. Если у вас все же остается опасение расколоть шифер при пробивании гвоздем, то как вариант отверстие можно заранее просверлить с помощью свердла. На нашей крыше будет 6 листов шифера. По сути и все размеры дровника мы подогнали как раз к ним. В основании дровник имеет размеры 2,6 на 2,7 метра, это около 7 квадратных метров площади. А учитывая его высоту в коньке в 2,6 метра и угле ската в кровле в 30 градусов, общий полезный объем составляет 15 кубометров. Насколько нам удастся их заполнить, еще предстоит выяснить. Конек для шиферной кровли, вырезанный из того же шифера, давно уже канул в лета. Отличной ему заменой стал тонколистовой конек из оцинкованной стали 200 на 200 мм. При фиксации конька мы также фиксируем листы шифера сверху. Здесь используем те же шиферные гвозди, а под каждый гвоздь засверливаем отверстие, так как пробить отверстие гвоздем через металл уже не получится. Монтаж конька – это одна из самых приятных процедур. В строительстве жилого дома она означает конец этапа возведения коробки. Ну а у нас и вовсе была завершающим штрихом, после которого нам осталось лишь проверить, влезут ли сюда все дрова.
Для начала мы загрузили дровами ряд возле задней стенки. За ней у нас организовано уютное место для посиделок на качели, и эта стена станет здесь отличным естественным декором. Поэтому для нее мы подбирали выразительные свежие поленья, так как их прямому использованию мы подберемся в самую последнюю очередь. Подобным образом мы заложили и две оставшиеся стены. В будущем, по мере выбирания дров из середины дровника, эти три стены, выложенные из поленьев, будут придавать некую условную защищенность внутреннему пространству, которое можно будет использовать для тех же посиделок. В итоге нам удалось загрузить дровник на 70%, а это более 10 кубических складометров дров. Учитывая наше скромное потребление дров только для декоративной топки камина и приготовления шашлыка, то этих дров нам хватит на долгие годы. Плюс этот запас дров будет хорошим резервом на случай аварийных перебоев с электричеством в зимнее время, так как основное отопление в нашем доме осуществляется с помощью электрокотла. Ну а с эстетической точки зрения у нас появилось самобытное, колоритное строение, радующее глаз. Я рекомендую вам посмотреть похожее видео о создании впечатляющего декора для стен из отходов древесины. А также мы надеемся, что этот ролик вам понравился, вы нашли для себя что-то новое и поддержите его продвижение репостом. Понравился ли вам такой дизайн дровника и решились бы вы его повторить? Если все же решились бы, то в описании я оставил ссылку на эту 3D модель со всеми размерами. Это канал My Galaxy о творчестве и развитии нашей семьи. Присоединяйтесь.